Ты уже высказал свое мнение о том, что ты не можешь быть ростом 5 футов 8 дюймов и быть альфой. Я никогда этого не говорил и не думаю, что кто-то из присутствующих здесь говорил подобное. Мне 5 футов 9 дюймов роста. Как ты думаешь, к чему должен стремиться невысокий парень? Очевидно, что это не бета-версия. Так вот, 10 минут назад мы говорили о нашем очень хорошем друге, который обратился к моему мальчику Принцу, моему приятелю, который является отличником. И ему сколько лет? 5 футов 7 дюймов. Это турбо-надув. Турбо-Джи. Мы буквально час назад обсуждали этот вопрос в наших личных беседах. Так вот, Джастин, я знаю, что ты здесь занимаешь второе место по росту, такого же роста, как Эндрю. Да, так что у меня действительно сложилось очень твердое мнение по этому поводу. Потому что я думаю, что многие парни сдаются примерно в 5,8, 5,9, 5-10 лет от всей этой ерунды. Братан, послушай, если бы мне было 5 футов 8 дюймов, и я жил бы сегодня в Индиане, я бы ходил в спортзал, нашел хорошую работу. Занимался бы модой, занимался фитнесом, занимался бы всеми этими разными вещами. И смотри, мне нравится говорить, что ты будешь счастливее, чем собака с 2 членами, со своей девушкой из 3-7 человек. Тебе не нужна десятка с плюсом. Я скажу тебе еще кое-что о десятке. Здесь полно всякого дерьма, вокруг которого можно находиться. Это очень тяжелая работа. У тебя могло бы быть 3 десятки, а в Индиане 3 семерки. И ты, вероятно, был бы так же счастлив, а то и более счастлив, чем если бы у тебя было 3 десятки. А ведь 3 семерки — это именно то, что нужно. Мне все равно 21 год, так что это лучше, чем у большинства десятиклассников. Да, с твоим королевским ранчо все в порядке. Перестань, черт возьми, плакать. Сделай это, братан. Потому что большинство мужчин, большинство любых мужчин взяли бы 3 девушек, которые были бы для них потрясающими. Хотели бы быть рядом с ними все время. Как и чувак, то, что ты невысокого роста, вовсе не повод для того, чтобы уволиться. И Принц отличный тому пример, потому что он невысокого роста, но он буквально выжил максимум из всего, начиная с фитнеса и заканчивая стилем одежды. Черт возьми, он делает для меня все возможное в бизнесе. Он парень из военной части. Он действительно настоящий профессионал своего дела. Он является ярким примером настоящего невысокого парня. Вот это настоящая киска. Своими действиями он буквально кричит «пошел ты нахуй». Он вовсе не плачет по этому поводу. Да, все правильно. Но если смотреть на мир по-другому, то это просто неправильный взгляд на мир. Каждый мужчина понимает, что тебе не следует жаловаться на то, чего ты не можешь изменить. Ты должен разыгрывать те карты, которые тебе сданы. Я же не могу быть ковбоем, не так ли? Джастин ведь тоже ковбой, не так ли? Я не могу быть австралийцем. Стерлинг — австралиец. Я не могу быть придурком. Тристан — настоящий придурок. Ты должен смириться со своей ролью и играть ее, не так ли? Родиться с определенным ростом, а потом сидеть сложа руки и думать, что же мне делать? Я скажу тебе, что ты должен делать. Ты становишься лучшей версией самого себя, точно так же, как это делают все остальные. Мы все рождаемся такими, какими рождаемся. Хорошо, давай предположим, что нам всем посчастливилось быть высокими за этим столом. Нам все равно предстояло стать лучшей версией самих себя. Если бы мой рост составлял всего 6 футов 3 дюйма, и я не достиг бы ничего из того, чего я достиг, никто из вас не смотрел бы сейчас этот подкаст. Это правда. Ничто из того, что связано с моим ростом, само по себе не является достаточной ценностью для меня, чтобы быть ценным человеком. Как мужчина, ты сам создаешь свою ценность. Ты рождаешься с теми картами, которые тебе сданы. Конечно, это было бы идеально. Послушай, я бы с удовольствием был 7 футов ростом, но это совсем не так. Так что это тот же самый аргумент. Ты можешь стать только лучшей версией самого себя, а сидеть вот так и постоянно жаловаться на это очень женственная фигура. Если у тебя рост 5 футов 2 дюйма, тебе нужно стать богатым, сильным, с хорошими связями, веселым, харизматичным, интересным и остроумным. Если у тебя рост 6 футов 4 дюйма, тебе нужно стать богатым, сильным, с хорошими связями. Это одна и та же игра. Так что сидеть сложа руки и жаловаться на это просто глупо. На самом деле это просто глупо. Слово «глупость» — это слово сегодняшнего дня. Слово «глупость» — это слово сегодняшнего дня. Так вот, Стерлинг, это первый раз в истории Румынии, когда к тебе подошел фанат и узнал тебя. И что ты сказал? Он был симпатичным чуваком. Он был очень красив. У него была высокая пышная шевелюра. Но если честно, он был худощавым, плохо одевался и плохо стригся. Он заставил тебя это сказать. Ему было дано. Бог дал ему все эти инструменты и преимущества, но он ими не воспользовался. Он сбрасывает карты с горсткой тузов. У него есть 4 туза, и он сбрасывает их. Но все же послушайте меня внимательно, дамы и господа, и это чрезвычайно важно. У каждого из вас есть по горстке козырей в кармане. Я не думаю, что ты понимаешь, что бактерии могли украсть у тебя зрение в возрасте гребаных 3 лет. Ты мог попасть в автокатастрофу в возрасте 4 лет и лишиться ног. У тебя нет ни малейшего представления о том, как тебе повезло. Это просто чистая удача. Для этого нет никаких причин. Только благодаря удаче ты сохранил полную работоспособность. Сидишь здесь, способный учиться, слушать и стать кем-то другим. И они так и будут сидеть здесь и притворяться, что у тебя в кармане нет набитых тузов. У тебя, как и у всех остальных, полный карман тузов. Каждый присутствующий здесь человек сейчас расскажет тебе свою историю, связанную с тяжелыми испытаниями. Я действительно могу гарантировать, что у большинства людей, смотревших этот подкаст, начало было лучше, чем у большинства из населения. Это на 100% так. И вот мы здесь. Так что ты просто обязан это сделать. Весь этот кадр мне не нравится, мне часто задают этот вопрос. А что мне делать, если я не богат? А что мне делать, если я не высокого роста? А что мне делать, если я не красив? Мне это не интересно. Мы с тобой не женщины. Если ты придешь ко мне и скажешь, что я уродливая цыпочка, что мне делать? Это вполне искренний вопрос, потому что тогда тебе крышка, не так ли? Но если ты уродливый мужчина, то это нереально, потому что ты можешь стать страшным человеком. Тебе вовсе не обязательно хорошо выглядеть. Ты можешь быть чертовски страшным. Ты можешь быть просто чудовищем. Это прекрасно. Тебе вовсе не обязательно быть красивым, если ты страшный, не так ли? На самом деле тебе вовсе не обязательно быть таким высоким, если ты важный и богатый человек. А когда ты входишь в комнату, ты думаешь, что когда гребаный мивёзер заходит в комнату, людям не все равно. Это и есть мивёзер. Ему 5 футов 3 дюйма или что-то в этом роде. Он совсем крошечный. Он совсем крошечный. Люди, заткнитесь нахрен. Именно так и есть. Так что все это повествование, весь этот
этот кадр, сам факт, что ты даже задаешь этот вопрос, показывает, что ты в корне сломлен. Так что исправь это. Зафиксируй этот кадр в своем сознании. Ты считаешь себя невысоким человеком. Прекрати это делать. Потому что тогда она будет воспринимать тебя как невысокого мужчину. Поднимайся к чертовой матери и веди себя как настоящий мужчина. Вот и весь ответ на поставленный вопрос. Другого ответа я тебе дать не могу. Ты ничего не можешь изменить в этом вопросе.